Привет, меня зовут Ваня Замесин. Я предприниматель и создал сервис подбора психотерапевтов Мета, а также методологию создания продуктов, которую даю на тренинге «Как делать продукт». Мне интересно изучать, как устроена реальность, как работает мозг и психика человека, и этим я делюсь на этом канале. Если вы прекрасно себя чувствуете, если у вас все хорошо в отношениях, партнер, муж, жена, девушка, парень вас не бесит, у вас есть деньги, вы прекрасно себя чувствуете, у вас все классно, вы в правильном месте. В эфире рубрика «Вредные советы». Сейчас мы будем изучать, как гарантированно испортить себе жизнь. Мы с вами профессионалы, мы не позволим даже малейшему шансу на то, чтобы чувствовать себя хорошо, как гарантированно страдать. Добро пожаловать в клуб тотального саботажа. Сейчас мы будем наводить реальную жесть. Первый пункт, с которого вы всегда можете начать. Вот вы проснулись, утром хорошо себя чувствуете, такие, так, что-то я как-то слишком хорошо себя чувствую. Хочется какой-то жести. Всегда вы можете начать сравнивать себя с другими людьми, и чем успешнее другой человек, тем лучше. Если вы предприниматель, сравнивайте себя с Илоном Маском, с Джеффом Безосом, с Олегом Тиньковым. Чем выше ваш герой, чем лучше у него условия, чем больше он достиг, тем лучше вы будете страдать. Это не важно, что у них большая команда, это не важно, что у них десятки лет опыта, не важно, что у них были богатые родители, которые дали им сотни тысяч долларов инвестиций, сидели в Конгрессе, занимали места советов директоров. Это все не важно. Это не важно, что у них могут быть выдающиеся интеллектуальные способности. Не важно, что они могут быть травмированы, их травмы позволяют им круглые сутки работать и ночевать на фабрике. Это все, это полная фигня. Самое главное, что вы еще не запустили ракету в космос. Самое главное, что ваш бизнес имеет оценку меньше 2 миллиардов долларов. Меньше 2, простите, пожалуйста, 2 триллионов долларов. Это все не важно. Вы должны были запустить ракету в космос. Вы должны были уже сделать вакцину от рака. Вы должны были уже сделать это все. Если вы развиваете соцсети, находите миллионников с самым большим количеством подписчиков и сокрушаетесь, ну почему я не он? Почему я не она? Это не важно, что у них огромная команда. Это не важно, что, может быть, и кто-то спонсирует. И их жизнь, на самом деле, может быть неприятной, может быть, им тяжело жить эту жизнь. Может быть, им внутри плохо. Это все не важно. Важно, что у вас всего 300-500 подписчиков. Даже если у вас 100 тысяч подписчиков, это очень мало. Должно быть 10 миллионов. У Рональда сколько? 100 миллионов. У мистер Биста сколько? 200 миллионов. Вот это ориентиры для вас. Все остальное — это, простите, фигня. Второй совет, которому следуют миллиарды людей по всему миру и прекрасно, гарантированно, предсказуемо портит себе жизнь, это ни в коем случае не делайте то, что вы хотите делать, не прислушивайтесь к зову души, игнорируйте, обязательно игнорируйте порывы. Мне вот это интересно, мне вот этим хочется позаниматься. Делайте то, что от вас ждут. Родители прекрасно постарались. Они заложили в вас все установки, все травмы, и они дали вам план на жизнь. Ты поступи в хороший универ, устройся на работу в «Газпром», или куда-нибудь в Госдуму, или туда, или сюда, и все у тебя будет хорошо. Женись, пожалуйста, внуков штук 5 принеси. Ты должен стать ученым, ты должен стать врачом, ты должна была уже получить докторскую диссертацию, защитить, как там правильно. Все, что родители нам сказали, мы должны делать. Если вы уже сделали все, что от вас ждали родители, делайте то, что от вас ждет партнер. Муж, жена, девушка, неважно. Если руководитель от вас что-то ждет, прекрасно, можно добавить желание руководителя. Чем больше вы будете делать не своего, чем больше вы будете идти за тем, что говорит вам ваш код, тем лучше вы будете страдать. Это прям прекрасный, гарантированный совет. Почему вы будете страдать? Потому что ваши
настоящие интересы, ваши настоящие увлечения, ваши позывы души будут игнорироваться, вы будете втаптывать их в грязь, закрывать в чулан подальше, забивать чулан несколькими слоями досок, и, это прекрасно гарантированно вызывает страдания. Третий совет. Работать над ментальным здоровьем — это для слабаков. Вот эти все ваши психотерапии, эти все ваши травмы, солезы, психологи, установки — это все чушь собачья. Это реально для лузеров, для лохов, которые не могут прибухнуть, не могут потусить нормально с пацанами, не могут оторваться на выходных, не могут сходить в качалку. Все эмоции держим в себе. Никогда никому не рассказываем про эмоции. Чем больше внутри ярости, злости, ненависти, боли, страданий, печали, тем лучше. Это ваше топливо для жизни, полной страданий. Ни в коем случае не выпускаем. Никому никогда. Под страхом смерти не рассказываем, потому что если вы расскажете, вы такие: ты чё, ты больной, тебя надо в дурку, вас поставят на учет психодиспансер. Да, психодиспансеры до сих пор существуют, и всех, кто работает психотерапевтом, обязательно ставят на учет психодиспансер. Психотерапия — это все изобретение Запада, проклятых капиталистов. У них про так много денег, что им просто нечего делать. Они приходят, разговаривают с человеком, чтобы их послушали, поплакали. Это же жесть, это crazy. Это ЛГБТ-пропаганда. Ни в коем случае, пожалуйста, подальше от себя это все. Чем больше злости, чем больше подавленных эмоций, чем больше ненависти, чем больше боли, чем больше страданий, тем гарантированно хуже вы себя будете чувствовать. Про это очень много исследований. Подавляете эмоции, получаете заболевания. Куча исследований про ассоциации с раком предстательной железы у мужчин, с раком груди у женщин. Короче, прекрасный путь, даже физиологически просить страдания. Следующий совет — отдых для слабаков и неудачников. Вот это вот сон, вот это вот отпуск, вот это вот закрыть пораньше компьютер, выйти из офиса и пойти прогуляться — это все для настоящих лузеров и настоящих слабаков, которые не знают, что такое железная воля, железный характер и... Блин, надо будет потом запикать. Херачим как проклятые. Ну что, у нас эпоха капитализма. Чем больше поработаешь, чем больше капитала, может быть, к тебе где-нибудь налипнет. Чем больше проектов, тем больше премия. Чем больше проектов, тем больше тебя любит руководитель. Это, устанешь, но это же хорошо. Будешь больше страдать. Мы тут работаем над тем, чтобы гарантированно испортить жизнь. И последний совет. Просить помощи тоже для слабаков. Надо все тащить самому. Это не важно, что ты что-то не умеешь. Это не важно, что ты не в ресурсе, потому что ты не спишь, не работаешь над ментальным здоровьем, сравниваешь себя с другими. Ты все должен или должна тащить сам. Все сам. Никому никогда не рассказываем даже о том, что у нас что-то не так. Никому никогда не приходим за просьбой о помощи. В итоге, применяя эти 5 простых и очень эффективных советов, обязательно сравнивать себя с самыми лучшими, самыми успешными представителями нашего вида, делать только то, что от нас ждут. Мама, папа, партнер, жена, руководитель. Ни в коем случае не делаем то, что нам на самом деле хочется. Ни в коем случае по страхам смерти не работаем над ментальным здоровьем. Вот кукухи, психотерапия — это все для слабаков, это все не работает. Страдаем, держимся в себе. Никогда не отдыхаем и никогда не просим помощи. И это все закалит вас кремень, железный столб страданий внутри вас. И ваша цель будет достигнута. Бог вам в помощь.